Привет! Как мы начали свою новую жизнь в новом городе с нуля? А точнее, как пройти интеграцию в новой стране? И чтобы это было не так больно и болезненно, тогда придется что-то очень полюбить в том месте, в котором мы сейчас находимся. Мы пытались полюбить хотя бы что-нибудь одно, найти какую-то особенность этого города. Это может быть природа, климат, люди, правила, стиль жизни, но хоть что-нибудь, что могло нас вдохновить. И если ты это нашел, то все становится гораздо проще. И тогда в любой сложный момент ты можешь сам себе сказать: по крайней мере, я здесь люблю вот это. Но все же у нас есть один вопросик. Что же нас здесь держит? А может быть, потому что здесь хороший климат или всегда хорошая погода? Может быть, это природа? А может, мы влюбимся в архитектуру, или в этот климат, или в погоду? Да что я обманываю самого себя? Чтобы снять просто начало к этому выпуску, я целую неделю ждал, чтобы не было дождя, чтобы хотя бы один день вышло солнце, и я смог выйти и снять что-нибудь. Климат — это не наше, точно мы в него не влюбимся. Погода, сами видите. Здесь около 300 дней в году дождь, серость, сырость. В общем, в погоду точно мы не влюблены. Но хочу согласиться, наверное, что все-таки стабильность здесь присутствует по сравнению с Украиной. В общем, ребят, прожмите лайки, напишите какой-нибудь коммент, обязательно подписывайтесь на нас. Что можно решить в нашей мэрии? Вот о чем я еще хотел с вами поделиться. Если у вас такая функция в городе, видите это здание? Это мэрия городская наша. Пойдемте со мной, сейчас покажу, что мы там будем решать сейчас. Goedemorgen. Ik heb kopen zak zwarte. Ja, grote. Ja. И, кстати, в мэрии всегда любезно интересуются, как у вас дела. Met de kaart, окей? Ну вот, выхожу из мэрии. Ребята, купил мусорные пакеты за 17 евро. Смотрите чек. Вот тут прям на чеке так и пишется, видите? Стат Харальбеке, это мэрия. Купил пакеты 17 евро. Скажите, поделитесь в комментариях, в вашем городе вы тоже в мэрии покупаете мусорные пакеты? Так как у нас в обычном магазине ты не можешь купить пакет. На этом пакете должен быть специальный штамп, что в этом городе у тебя заберут этот мусор. То есть стоимость пакетов, почему такая стоимость выходит? Потому что в стоимость пакетов включена цена вывоза мусора. Вот так вот тут обстоят дела с мусором. А если вы нас смотрите впервые, то давайте знакомиться. Это наша прекрасная дочь Диана. А это наш Данил. А это что за красавица? А это прекрасная, очаровательная моя жена Снежана. Ну а вот, собственно, и я сам. И, кстати, здесь, в Европе, я вам хочу сказать, что действительно мы стали намного счастливее по сравнению со своей страной. А еще я обожаю Европу за то, что я здесь могу просто сесть на автомобиль и сгонять в любую страну Европы на выходные. Антверпен. У нас хорошая погода продолжается, и мы еще не уезжаем к себе домой. Мы решили сходить и подняться наверх вот в этот музей масс. И с самого верха посмотреть на город и поделиться с вами этими видами. Диану вы уже знаете, это наша теща. Наша мама, она, конечно, нигде не снимается у нас в выпусках, стесняется. Но она нам очень сильно помогает в деле. Так вот выглядит здание первого этажа. Видите, как прикольно сделано? Весь первый этаж держится, такое ощущение, что на стекле. Первый этап подъема наверх. Вот вид открывается с первого этажа этого музея. Еще одна лестница. И вот мы поднимаемся еще на один этаж выше. И вот мы на 4-м этаже. В общем, этажей тут 10. Поднимемся сейчас на 10-й этаж и посмотрим панораму отсюда. 5-й этаж приходится подниматься ножками с 9-го. Но я думаю, оно того стоит. Бам! Сейчас мы увидим. Вот такой вот вид мы имеем с одной стороны. В общем, Антверпен – это второй город по величине после Брюсселя. И самый большой город во Фландрии. Упустили такой интересный кадр, ребят. Посмотрите, как прикольно сделано. Как будто бы люди ползут по дому и залазят на самую крышу.
Кстати, а вот это один из самых больших портов Европы. Да-да, морской порт Антверпена входит в 20-ку крупнейших портов мира и является вторым в Европе после порта Роттердам. А еще город считается бриллиантовой столицей мира. Через Антверпен проходит 74% всех необработанных и 50% обработанных алмазов мира. Ну вот мы и на самой вершине панорамного города. Смотрите, какой вид открывается. В общем, нам было на что здесь посмотреть. Прекрасно. Не правда ли? В общем, вот так вот начинаются наши выходные, ребят. И так как я вам сказал раньше, мы сейчас будем путешествовать. И мы прямо сейчас отправляемся в Пункин, отметить там Хэллоуин, да, Дианочка? А дальше мы направимся в самый крутой и одним из самых больших океанариумов Европы. Ну что ж, погнали! И что самое интересное, мы же пришли посетить и музей, и панорамный вид. Но когда мы подошли к кассе и попросили 4 билета, на что нам сказали, через 10 минут музей закрывается, ну, то есть все, конец. Но нам подмигнули и сказали, что мы можем абсолютно бесплатно подняться наверх и посмотреть панораму города. Так что вот такой вот лайфхак. Если хотите попасть бесплатно на панорамный вид этого музея МАЗ, то приезжайте за 10 минут до его закрытия. Все из тыквы, представляете? Красота какая. Ну вот мы и добрались до Пумпкимании. Диана, покажи свой образ зрителям. Вот такая вот у нас. Как ты переодета? В кого? Из Гарри Поттера. Гермина. Ну что, добро пожаловать в Пумпкиманию. Билет здесь стоит на троих 36 евро. И я думаю, оно того стоит. Сейчас идем внутрь и все посмотрим. При входе нас уже встречают тыквочки. А в самом парке замка Гранд-Бигар можете попробовать уникальные блюда из тыквы. А еще вы знаете, что тыквы существуют в более чем 800 разновидностях. Они бывают разных форм, размеров и цветов. И благодаря ферме Джакер в Швейцарии здесь создаются потрясающие выставки тыквенного искусства. Например, сейчас, в 2024 году, темой является цирк. Здесь вы можете наблюдать тигра, прыгающего через кольцо, циркового слона и множество клоунов. Смотрите, сколько тут видов тыкв. Мои принцессы заполучили от меня заветные фото. И пойдем дальше. Гермина! Hello! Классные, да, локации? Тебе нравится? Тебе так идет этот образ. Да. А мы еще, знаете, что мы еще Дианочке купили такой специальный баллончик, он, видите, волосики красит. И перекрасили ее прям как вот из Гарри Поттера. Как Хермина, да, или Хермина? Надо отстоять небольшую очередь, чтобы покататься на тыкве по этому озеру. Прикольно? Сейчас проверим. А на той стороне тоже такая скульптура, видите, из акробатов. Я по этой тыкве, я так понял, что поплавать нам не разрешат. Ну, хотя бы дождемся своей очереди, сфотографируемся. Получим красивый кадр. Мы направляемся дальше исследовать этот парк. Мне кажется, нам повезло, что мы попали в Хэллоуин, потому что тут так все классно украшено. Класс! Круто! Сейчас попадем еще вовнутрь домика, посмотрим, что там. Образ вы заценили, Дианочкин образ вы заценили, а вот мама. Мама что-то... Моя очаровательная жена Снежана. Смотрите. Что-то происходит. У нее больше не Хэллоуин, а какой-то маскарад красоты, знаете. Ага. По сравнению со мной. Вы видели меня? Это просто.
А, Динусечка моя, вообще красотулечка. Покрасила, да, еще. И пойдем еще посмотрим, что же тут есть интересного. Это я, не переживайте, не волнуйтесь, не стрессуйте, это я. Я просто себе давно хотел и купил такую замечательную маску на Хэллоуин. Помните, я вам при входе говорил, что у меня такая же? Кстати, ребята, смотрите. It's the day of the dead. 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 I'm going to crush your skull and blow your mind. 'Cause today we're in control. It's the day of the dead. 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 And you can run all night, but you sure can't hide. We're coming to get you. Мы уже немного проголодались. У нас нет энергии на... Да, попробуем местную кухню, и я думаю, у нас энергия появится. Побежали! Ну а чтобы покушать здесь, нам приходится стоять вот такой вот. Mommies and pumpkins are friends of mine. Вот такая вот. What's in this drink is a blood of wine. Are you in for a trick? Are you in for a treat? 'Cause tonight's gonna Что, походили мы здесь по замку, походили мы по территории, посмотрели тыквы. В общем, все посмотрели. Хотим кушать, в очереди не стали стоять так долго. Сейчас поедем куда-нибудь в ресторан, покушаем и подведем итоги. Окей? Потому что ограничено место парковки. They say all year I'm sad, but on Halloween I feel so glad. Fun and pranks, candies. Смотрите, не зря мы тут побывали, мы еще купили себе таких тыковок, видите? И будем дома запекать из них. Или делать, варить компромиссы. Ура! Телеграф, но не телеграм. Как вам такое колесо обозрения? 50 метров. 50 метров? А мы в Италии были, там тоже такое же самое. Это, кстати, колесо переносное, оно то в Генте стоит, то сюда привозят, то в Брюсселе. Вот. Купили 2 билетика детские, 6 евро, взрослый 10. Сейчас прокатимся. В общем, зашли мы на колесо обозрения. И пока мы сделаем кружочек, я вам расскажу еще пару плюсиков в Европе. Ну, один из плюсов, я вам уже упоминал, это то, что мне нравится свободное передвижение по Европе. Это просто топ, это очень круто. Ну, стабильность, страховка очень классная, очень хорошо покрывает медицинские расходы. Там, если ты в больницу попадаешь или куда там, то те же операции или все остальное выходит вам просто копейки. Давайте, чтобы вам было чуть интереснее, я вам сейчас покажу вид, на котором мы оказались. Да. Класс! Боже, какой красивый вид! Смотрите, Дианочка вообще нравится. Обожаю высоту, как и папа. Папа вообще летать будет. Снимает Диана снимает. И все как всегда. Семья ютуберов. Диана говорила, и она была права. Мы едем еще один круг. Я думал, один круг. Ой, пожелайте мне удачи, у меня ноги трясутся, я так боюсь высоты. Кстати, то, что мне пока не является для меня минусом в Европе, это, наверное, налоги. Налоги тут, в общем, не маленькие. Ну, кстати, есть и минусом, и плюсом, у кого, так как у нас, к примеру, или там, у кого есть дети, нужно их здесь зарегистрировать, подтвердить, и тогда как бы налоги не то чтобы в ноль будете выходить в год, а даже будете в плюсе в каком-то. Одним из главных плюсов это, да, это стабильность жизни здесь. Достаточно просто работать на обычной работе здесь, и будешь себя чувствовать достаточно неплохо. А еще, к примеру, смотрите, если на зарплату в Украине, там, ну это было еще, там, пускай лет 5 назад, там, 4 года назад, если можно было купить зарплатой в 10 тысяч гривен, да, там средний, а бензин стоил, к примеру, 20 гривен за литр. Вот посчитайте, сколько вы литров можете на зарплату купить. И здесь зарплата там, грубо говоря, 2000 евро средняя, а бензин стоит 1,5 евро за литр. Ну и как бы сразу разница, да, будет. Давайте я вам табличку здесь выведу.
да, и вы вот посмотрите разницу даже на таком. Кстати, 3-й круг едем, вообще неожиданно. И пока мы едем 3-й круг, еще вам расскажу, знаете, таким одним, ну, из минусов, или такое, как было тяжело нам, это когда мы сюда переехали, нам столько пришлось столкнуться с проблемами, например, ту же квартиру снять здесь, ну, кто-то дом снимает, мы, например, апартаменты. Это было нелегко. Здесь нужно предоставить 2 рабочих контракта, внести за первых 3 месяца. А еще плюс, когда ты заезжаешь в свои апартаменты, они сдаются всегда пустые. Ну, то есть там есть санузел, ванна, холодильник, там стол какой-то. А диваны, спальные места, шкафы, мебель, всю ту же там по мелочи взять химию, вы представляете, да, там порошки взять, моющие, шампуни, зубные пасты. Ну, то есть ты приезжаешь, у тебя жизнь с самого нуля начинается. И вот это было одним, ну, я же вам еще раз хочу повториться, не минусом, но таким сложностью здесь обосноваться, снять квартиру, найти себя, работу и как бы все до мелочи приобрести. Так как мы бежали с Украины, ну, от войны, у нас там было 2-3 сумки, вы понимаете, детям надо было вещи купить, поступать в школу, да, не поступить, надо было дальше учиться в высшее заведение. Ну, в общем, такой был сложный период, но сейчас, слава богу, и за 3 года жизни уже здесь, понятное дело, что мы все купили, обосновались, у нас все до мелочей есть уже, ну, как бы сейчас все хорошо. Ой, пока застряли на самом верху, еще есть, не застряли, а нас остановили на самом верху, еще вам успею, наверное, рассказать одно такое, то, что, ну, для меня считается минусом, это здесь, это их на все нужно брать в спраке, ну, то есть встречу. К примеру, вопрос, который решается у нас за там 30 минут, да, ну, пришел и решил. Здесь на это может уйти неделя, 2-3, месяц. Ну, давайте начнем там вопрос поставить печать, зайти в мэрию. Ты приходишь, берешь один спраг, ждешь его неделю. Ты приходишь, показываешь бумажку с переводом. Они ждут еще 2 недели, пока это все подтвердят. А потом еще через неделю тебя вызывают. И это все уходит около месяца. Также к стоматологу записываешься за полгода. То есть есть свои вот эти нюансы большие. Это авспраки. Да. Авспраками еще чуть-чуть дополню, там работа магазинов здесь. Работа магазинов, это, представьте, до 6 до 7 вечера, да, магазины работают продуктовые. Ну, может быть, там Альберт, либо Лидлы в летнее время до 8 работают. В воскресенье никто не работает, в субботу до 12. Соответственно, ты работаешь до 5 до 6, прибегаешь, летишь в этот магазин. Так как он сейчас закроется, вот это есть таким неприятным минусом. Почему мы не переехали в город побольше? Ну, почему мы остались именно здесь, именно в этом городе? По причин, как бы, остаться здесь было много. Первая из причин это то, что наши дети... Диана поступила в школу бельгийскую. Данечка поступил в Ховест на айтишника, университет. Да, на самом деле, еще одна была причина крутая, такая, как бы, знаете, мы всю жизнь мечтали путешествовать, ну, побывать в таких городах, как там Париж, Лондон, Амстердам, в Италию прокатиться. Ну, как бы в Украине мы себе этого не позволяли. Находясь здесь, открываешь ту же Google карту, смотришь там 250 километров Лондон, 270 километров Амстердам, 300 Люксембург, 250 километров Париж. Почему бы не съездить? Поэтому тоже одна из причин таких приятных, что не нужно покупать дорогие билеты на самолет, снимать какие-то отели, гостиницы. Достаточно просто сесть на свой автомобиль 2,5-3 часа, и ты в своем заветном месте, о котором ты мечтал. Вот, кстати, мы здесь и начали. Поехали в Италию, попутешествовали на своей машине. Скоро мы поедем в Париж, отснимем выпуск наш семейный. Потом дальше Амстердам, Роттердам. Поехать в Лондон съездим. На Рождество куда-нибудь в Страсбург попадем. В общем, мест куча, мы рады, довольны этому. В общем, благодаря всему этому и зародился наш YouTube-канал. Мы верим и будем дальше снимать наши семейные путешествия, стараться вам передавать атмосферу. И, в общем, за 3 года жизни здесь я понимаю, что сервис здесь немножко отстает. На примере со странами Азии, либо ОАЭ, либо нашей прекрасной Украины. А такие сервисы, как банковская система, рестораны, доставка,
Бьюти-сфера. Моя жена вам подтвердит, что отстают даже не немножко. Что есть, то есть. Центральный вокзал Антверпена считается одним из лучших центральных вокзалов Европы. Вокзал изнутри выглядит просто восхитительно. Посмотрите. Это сколько у них потолки? Тоже 50 метров? Ой, не знаю, ну очень такое здание красивое, да? Да. Ты удивлена таким вокзальчиком? Да? Я тоже. Ладно, пошли. Если выйти с вокзала, повернуть налево, попадаешь на такую центральную их аллею, улицу со всеми возможными магазинами брендовыми, общепитом таким, фастфудами. В общем, сейчас пройдемся, поснимаем. Тут, кстати, еще очень много расположено магазинов с бриллиантами, с алмазами, потому что Антверпен считается столицей алмазов. Зашли в Макдональдс, заказали себе детское меню, взрослое меню для меня и сидим ожидаем. Тут, кстати, отличается в Антверпене от нашего Макдональдса. Здесь нельзя, чтобы тебе за столик приносили, ты сам заказ забираешь, и туалеты тут платные, а у нас бесплатно. Вот такая вот история. Посмотрите, какие нам места достались в Макдональдсе. Вид место на 2 человек с такими крутыми стульчиками крутящимися. Заказали мы Happy Meal, как всегда. Мне какой-то новый там бургер, даже не помню название, в общем, кока-колку, фричес. Сейчас покушаем и... А ну давай покажем зрителям нашим, что тебе попалось. Тут раз попалась именно вот это, поэтому... Да, дракоша. А прикинь, опять дракоша. Вижу по твоему лицу, что не дракоша? А, там не видно даже. Опять дракоша. Но на новом автомобиле, да? Или такой же самый? Том же. О, какая-то неудача. Ну ладно. Ну ладно, зато и так нормально. Квадрокош. Эти прикол, мы заказывали, во-первых, 1 кетчуп, он стоит тут 1 евро. Нам положили 2. Это в нашу, конечно, пользу. А еще мы в Happy Meal меню заказывали чизбургер, а получили Наггетсы. И, во-первых, в Happy Meal нет вообще наггетсов. Там только бургеры, типа, можно выбирать. И мне положили наггетсы. Либо у них не закончились, либо не знаю. Вот знаете, мы до сих пор не знаем, нравится нам тут или нет. И даже меня вот раздражает, например, их темп жизни, да. Все должно быть как вот у линеек, все как у солдатов в армии. Да, и, к примеру, вот если отсюда с Бельгии выезжаешь, ну, например, вот мы в Болгарию, да, ехали, разница колоссальная, сразу чувствуется. Там даже европейцы себя ведут чуть-чуть по-другому, более раскованные, Так все Болгария можно. ближе к нам. Это другой менталитет. Он отличается от западноевропейского менталитета, понимаете? Ну да. Болгария это менталитет ближе к нам, потому что это страны Балканского полуострова бывшего, да, и они все равно везде там русский язык у них, наша культура, наши привычки, в общем, все по-нашему. И это все не хейт, не подумайте, мы никого не отговариваем жить здесь. Это не скучная страна Европы. Тут просто такие правила, просто такие принципы жизни. Если хотите здесь жить, здесь нужно жить по их правилам. И, кстати, чем больше здесь живешь, тем больше находишь для себя плюсов. Например, тут могут встретятся такие люди, которые искренне тебе там правду скажут, абсолютно помогут. тебе незнакомые. Да, которые просто живут тут 10-20 лет. Но ну, они есть могут тебе искренними, помочь. так же, как и у нас. Но есть момент, когда мы приехали сюда, в Бельгию попали, это был для нас очень тяжелый для нас был период. Период прохождения адаптации. Но спустя 6 месяцев мы начали оживать здесь. Мы начали жить стабильно. Здесь. Мы начали здесь внедряться в их культуру, в их быт. Сняли в их квартиру, жизнь. и у нас все пошло по плану, как мы себе и планировали. Нам нравится жить стабильно. Да, мы ходим на работу, да, мы работаем не по профессиям, да, мы работаем на тяжелых работах, но это того стоит. Стабильность – это
вообще фишка, понимаете? Это один из очень- огромнейших плюс, плюсов да. проживания в Бельгии. Но находясь здесь, мы все равно находим для себя позитивные истории. Как бы ни было, мы пытаемся, как бы нам ни было сложно, мы пытаемся здесь продолжать жить. Не жить прошлым, жить настоящим, жить будущим, стараться, работать, и все во благо нашей семьи и наших детей. Самое главное для нас сейчас – это дети. Мы хотим, чтобы они не испытывали того, что мы испытали за последние 10 лет. И я хочу, чтобы мои дети росли и учились в экономически стабильной стране, Развитой стране. что может дать Бельгия. Так что, вы знаете, мы здесь готовы смириться с некоторыми минусами здесь и продолжать жить здесь в позитиве и в хорошем настроении. В общем, на многие минусы можно закрыть глаза, потому что плюсы все равно преобладают. Да. Ребята, спасибо вам большое за то, что посмотрели этот выпуск. Мы старались. Но мы с вами прощаемся ненадолго. Пока пойдут какие-то небольшие титры, мы уже будем ехать в сторону Франции, в океанариум. И следующий наш выпуск вы нас увидите в самом огромном океанариуме Европы. И, кстати, если вам нужна информация по поводу жизни в Бельгии, пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием подготовим новое видео, ответы дадим на ваши вопросы.